Т-98, вот такой вот Smart TV Box на канале Технозон. А еще вы, наверное, слышите вот этот вот звук. И да-да-да, ребята, это претендент. Претендент для чего мы сейчас будем с вами разбираться. Поехали. Привет, это Технозон. Сегодня у нас Т-98, вот такой вот Smart TV Box на Allwinner H6. Мы уже с вами разбирали батл процессоров, и там вы убедились, что, Allwinner это, скажем так, не совсем мощные процессоры, да и к тому же эти приставки греются. В данном случае этот TV-бокс греется до 91 градуса, или 97, да, максимально до 97, но это все фигня по сравнению с тем, что вообще начудили в этом ТВ-боксе. Я обязательно покажу вам частично обзор, то есть я там сначала пытался из него что-нибудь вытянуть, там пробовал какие-то мультимедийные возможности, спид-тест вроде такой себе для 2,4 ГГц неплохой. LAN RJ45, и вот вроде бы чего-то там, может быть, даже для OTT пойдет, но потом мы заметили одну хрень. То есть эта штука выкидывала нас из приложений, и мы после того, как поставили транспарент монитор CPU и увидели, что он больше 2 гигабайт память не заполняет, мы начали подозревать, что здесь фейковая память. Проверили его 2 раза через FeelFrame RAM, и на 46%, это на 2 гигабайтах, данное, все приложения выбрасывало. Либо есть два варианта такого поведения. Либо здесь фейковая память, и здесь стоит вместо 4 гигабайт, а это 4 на 32, стоит здесь 2 гигабайта. А в самих системных файлах подправили инфо, и оно показывает, что 4. AIDA 64, кстати, показывает, что вроде бы общая память 4, а доступна 3. Вот как-то так. Либо просто-напросто программное обеспечение настолько дебильное, что оно на 2 гигабайтах начинает все выгружать из своей памяти. А система видит в общем 4 и пытается загрузить еще больше. Это тоже такое возможно. Поэтому будет ли это кандидат сегодня на расстрел, смотрим в резюме. В резюме мы либо скажем, что он чего-то стоит, либо не стоит, либо его нахрен расстреляем сегодня же в этом обзоре. Поэтому ссылка на данную хрень лежит в описании под видео. Подписываемся, нажимаем колокольчик, если не хотите пропустить все наши дальнейшие самые честные обзоры. Ну а также там в описании под видео есть топ-5 устройств различных ценовых категорий, которые обозревал наш канал, которые он рекомендует. Ну что ж, а сейчас я говорю вам хавабанг, ребята. Это же бубульгум. Поехали. Ух ты, какой интерфейсик-то веселый у этого Т-98. Слушайте, действительно классный. Я вот такой интерфейс вижу первый раз. На самом деле первый раз, и он мне, откровенно говоря, нравится. То есть, если бы здесь еще и плитки кастомизировались, вообще было бы шикарно. То есть, они сделали подразделы. Например, заходим в видео, и здесь мы можем добавлять программы. Заходим в ТВ и что? И фильм on TV запускается. Блин, не хочу я фильм on TV. Почему не сделать так же, как добавление вот это вот в раздел видео? Заходим в сериалы, здесь тоже можно. Заходим дети, Cartoon HD запускается. Не, это немножечко неправильно. То есть нужно кастомизировать, и вот эти вот, по крайней мере, ТВ и дети я бы кастомизировал. То же самое я кастомизировал бы музыку. Музыка есть. Игры тоже можно добавлять. И у нас есть погода вроде бы как. Weather Pro. Интересно даже. Так, Weather Pro запустилась. Почему-то Берлин определила. Почему Берлин? Давайте мое местоположение. Нажимаем да, окей. Давай по местоположению. Разрешаем. И мое местоположение какое? Непонятное. Почему-то Берлин. Вот так вот определяет местоположение. Отлично, мне нравится. Запорожье. Запорижье. Вот, Запорожье. Слушайте, за погоду зачет. Погодка вообще огонь. Мне нравится. Мне реально нравится. У нас там будет 22 градуса. Скоро 23, 20. Вообще отличная погодка. На мой день рождения, кстати. Хорошо, 20 солнечно. Хорошо, ладно, хрен с ним. Теперь переходим в настроечки. Внизу у нас есть еще строка для кастомизации. То есть вы можете здесь выставлять какие-либо приложения. И это тоже удобно. Хотя интерфейс немножечко тормознутый. Попробуем включить температуру через CPU монитор. Включим Floating Window. Давайте. И вроде бы заработало. Слушайте, она что-то тормозить начала. Притом так, добряче. Ладно, смотрим. 62 градуса, сейчас простое. Сеть интернет. У нас здесь только 2.4 модуль. Давайте, Bluetooth вроде бы есть нормально, с аккаунтами проблем нет. Настройки устройства. Об устройстве это Т-98, версия Android 9. Слушайте, больше здесь ничего нет. Экран у нас ориентация ландшафт, либо портрет можно поменять. Разрешение 480p вообще до 4К, 2К
SMPTE, потому что у нас здесь просто подключен рекордер 1080p. HDR у нас работает. По звуку выбор форматов автоматически. Audio Output мод у нас HDMI выбран. И включен пастру. Включим пастру, пускай пробрасывает звук на наш ресивер. Проверим. AIDA 64. Производитель Allwinner почему-то. 4 на 32. Подключен у нас внешний жесткий диск на 500 гигабайт. Центральный процессор это Allwinner A6, 4 ядра по 1,5 ГГц. Плюс за отображение у нас отвечает Mali T720. Датчики температуры у нас работают. Слушайте, неужели не сделали здесь охлаждение хорошее? 59 градусов. Здесь показывают 58. Оу, так он показывает GPU Thermal Zone. Интересно, интересно. То есть он неправильно у нас захватывает датчик температуры. Хорошо, мы это поборем. Установим Transparent CPU монитор. Здесь мы с вами посмотрим конфигурацию сенсоров. Берет он CPU. И попробуем его запустить. Все, включили температуру. Ориентируемся по первому датчику. 77 градусов. Ребята, 77 на секундочку. Это до хрена. Мы с вами должны погасить CPU монитор. 78 он греется. Ладно, давайте дальше. Системные тесты. CPU Throttling тест. Воу-воу-воу, какой у нас на старте скачок, ребята. Это я чувствую супер ТВ-бокс у нас. Такой себе, его надо будет охлаждать однозначно. Он проваливается, он пытается, он затротлил уже. Он пытается сейчас восстановить свою производительность уже после охлаждения. Ну, пока держит 1.48. Смотрим, что он там покажет. Но это нечто, он проваливается в красную зону, у него сейчас температура 84-85 градусов, и это нечто. Ну, ребят, 91 градус, я вижу, 90-91, она после 4 минут, она ушла в жесткий тротлинг. Я не понимаю, нахрена такое говно выпускать, хотя она достаточно холодная сверху, а снизу это просто кипяток. Вот эти вот маленькие диффузорчики, они просто... О, кстати, перевернул, приток воздуха есть и прям аж расцвела. Ну, пока что ждем. Опа, и меня выкинуло. Не выдержала душа поэта почему-то, и при этом выкинула и из Transparent CPU, и из вот этой штуки. То есть, когда он нагревается, он почему-то решает, что ему необходимо, вот максимальная температура у нас была 90 градусов, благо он сохраняет. Он считает, что, вот видите, вот в каком он тротлинге сейчас. Он считает, что ему необходимо закрыть все приложения. Вообще отлично, выкинул, это просто трэш. Это просто трэш. Ой, не-не-не-не. А где мой Transparent CPU делся? Ой, смотрите, как это все работает. Это просто, она тротлит невероятно, просто невероятно. Слушайте, я не собираюсь даже морочить себе голову, наверное. Давайте сейчас попробуем еще что-то вот показать вам. Ой-ой-ой, как же это все тормозит. Я пытаюсь даже спид-тест сейчас установить, и просто невероятно. Он греется просто... Даже когда вы делаете какие-то самые элементарные вещи. Хотя вроде бы как модуль Wi-Fi отрабатывает неплохо. Я даже не знаю, что делать. Ну, пока скачается спид-тест. Хотите YouTube 4К 60? Я для себя решение уже принял на самом деле. Это просто так, чтобы меня не обвиняли, что я не объективен. Вот я сейчас включаю YouTube, и мы сидим ждем. Что я не объективен и засуживаю классные приставки, как они считают. Некоторые люди так считают. Говорят, да ты что, это же супер приставка, за ее деньги. За эти деньги, поверьте, можно найти. Посмотрите наш топ до 50 баксов, там можно найти... намного лучше. Ну, давайте там. Слушайте, он нереально тормозит. Он такой, знаете, вот как слайд-шоу. Ну, вот давайте запустим наш ролик, который мы выпускали. Сейчас у нас 88 градусов, 87. Следим. Так. Жучка включим. Сейчас играет 720p. А почему 720p? Давайте выберем 4К. Ну, само собой 4К в YouTube он не потянул. И пошел тормозить. Ну, сможешь, я в тебя еще верю. Ни хрена, он вообще его не воспроизводит, то есть оно все задропило на 100%. Давайте 2К включим. Ох, это тормозит. 91 градус сейчас. Давайте 1440p. Сможет? А ну, вроде смогло.
Вроде смогло. Да, 2К проигрывает, то есть 4К YouTube нет, 2К есть. Температура при проигрывании сейчас 91 градус. Вот так вот и стробит. Стробит тык-тык-тык-тык-тык. Это связано именно с вот этим вот каким-то, слушайте, вот он пишет 0 дропов. Но я отчетливо вижу, вот если вы посмотрите на машинку, которая движется по берегу, она движется как в стробоскопе, такая тык-тык-тык-тык-тык. При этом это 60 Гц. Тут говорить об отсутствии автофреймрейта не стоит. Вот машинка продергивается, вот пошли 3 дропа каких-то, 17 дропов. Надолго его хватило, конечно, без дропов играть. Я не знаю, мне не нравится, как 2К играет. Он реально продергивается. Ох, и ТВ-боксы сейчас выпускают. Я не знаю, зачем такое выпускать. Во-первых, этот процессор Allwinner уже заезженный. Ну, вот так вот. Вот 2,4 ГГц работает, в принципе, неплохо. Это даже выше среднего. Вот взять, поставить такой среднячковый нормальный модуль 2,4, не поставить 5 ГГц, сделать херовое охлаждение, это, наверное, залог успеха китайского дешевого ТВ-бокса говностроения, как я это называю, то есть ТВ-говностроение, или ТВ-говнобокса, вот, ТВ-говнобокса строения. Wi-Fi нормально работает, мне интересно, сотка LAN. Здесь стабильная, честная сотка. Ну, это как бы я пару раз всего лишь встречал, когда 100 мегабитный порт работал неправильно. Потому что 50... О, подождите, а что он здесь проваливался? Давайте, Jellyfish 120 Mbps. Это на предмет того, сможет ли он проигрывать фильмы. Ну, как бы Allwinner всегда тестовые ролики играл хорошо, но только в своем TVD-видео, из которого он выходит с трудом, потому что тормозит, как не знаю что. Вы куда меня выкинул? Что это было вообще? Вот я, честно говоря, вообще сейчас не понял. Надо вернуться в файл менеджер. Он подтротливает, и поэтому его вот это вот бросает во все тяжкие. Давайте Gemini Man попробуем проиграть, насколько он закипятится. Но у меня мышь зависла. И все, оно пошло стробить, все. Оп, и выкинуло. Твою мать, не, еще разок, давай. Сможешь? Давай. Ну, вроде проигрывает. Вот, проигрывает. Вроде бы вот Gemini Man, фильм, 4К, 60 FPS, температура при проигрывании 91 градус, 90-87. Вообще сами по себе вот эти вот выбросы из приложений, вот допустим меня выкинуло из Throttling теста, меня выкинуло пару раз из других приложений, кстати 93 градуса температура была, говорит о том, что здесь вкрай сырое программное обеспечение, не оптимизирована система для мультимедийного потокового видео, то есть он начал протротливать. Для воспроизведения именно фильмов. То есть он прекращает прекращает эти самые приложения, которые работают сейчас. Тормозит, ребят. Это притормаживает. Которые сейчас работают у вас в активном режиме. Это неправильно. То есть он, когда уходит в перегрев, система считает, что у него какой-то там кризис и просто-напросто вырубает. При этом меня настораживает. Слушайте, у меня мысль. Смотрите, как у нас заполнена память. Она заполнена, у нас постоянно пишет 2 гигабайта free. И вполне вероятно, что может быть здесь фейковая память. Потому что она не может быть сейчас 2 гигабайта free. Давайте попробуем вот просто выйти в меню каким-то образом. Сейчас попробуем. И посмотрим на динамику памяти. То есть она уменьшилась. И... В принципе, при проигрывании таких тяжелых фильмов, давайте торрент сейчас запустим. Где у нас там торренты какие-нибудь? Запустим торрент и попробуем посмотреть, сколько у нас памяти. А может быть, потом еще feel free run сделаем. Я такое уже видел. Давайте какой-нибудь торрент. Хотя торренты здесь воспроизводить, это тоже такой, это слабенький торрент. Давайте, плохие парни навсегда. Давайте, вот 19-гиговый торрент попробуем. Нас выкинуло из кинотренда. Ну, я, честно говоря, сейчас опять выкинула из кинотренда. Вы видели? Так, мы сейчас попробуем заполнить всю память, при том, что здесь пишет, что 4 гигабайта. Почему она приложениями не заполняется больше, чем на 50%, мы не знаем. Слушайте, а что-то вот интересно, 44, и он остановился. 46, заполнит, не заполнит? Я что-то не понимаю. Опять 44. Смотрите. Закрыла мой монитор температуры при заполнении 50% памяти. Здесь, мать его за ногу, фейковая память.
он не может заполнить больше 2 гигов. У системы стоит лимит, то есть они поставили, возможно, здесь и стоит 4 гига, вот, пожалуйста, на 50% выкинуло. Ребята, это фейковая память. Все, у нас приставка полностью вырубилась на 46% заполнения памяти. Все, зависло. Переходим на полигон, мать его. Ну, и как вы поняли, резюме у нас будет вот такого вот рода, о том, что вот это вот дерьмище покупать мы ни в коем случае не рекомендуем. И мало того, мы сегодня его еще и расстреляем к чертовой матери. Все его грехи, фейковая память, тротлинг, температура и того, что он выбрасывает из-за фейк-памяти постоянно в главное меню все программы, это непростительно. Китайцы, идите в жопу с таким товаром. Но, чтобы сегодня не так было скучно, мы расстреляем еще и вот такое вот чудо. У нас был когда-то обзор, это Alpha Wise A8X, по-моему, на Rockchip 32 или 3328, да, он тоже у нас пойдет. Так что мы берем этот ТВ-бокс, скажем так, заряжаем наше ружьишко и уже готовы разобраться с ним. Но если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз, обязательно подписываемся. С вами был Bubble, а мы пошли стрелять на канале Технозон. Пока, ребят.